Выключай попсу, выключай попсу. Андеграунд от души в ушах не пищит вообще. За нами рэп, за нами музыка из пещер. Качались головы. Всем привет, это канал Loud Sound, и у нас сегодня необычный обзор. Необычный, потому что я сижу на мотоцикле, нет, гидроцикле, нет, квадроцикле. А как он правильно называется, если цикл сказать? Если не снегоход, то как? Снегоцикле. У нас будет этот проект чуть позже, он только заехал к нам на установку аудиосистемы. И это первый снегоход, да, Тигран, что ты будешь делать? Вот, мы обязательно его послушаем, обязательно на нем покатаемся. Но это будет не скоро, а через примерно полгода, да, ты закончишь? Или через неделю? Сколько ты будешь его делать? Ну, обзор у нас сегодня про Toyota Hilux. Это, конечно, не неожиданность для вас, потому что это, сука, в названии написано. Автомобиль приехал к нам из города Новороссийск, и владелец пригоняет к нам автомобиль уже в третий раз. Первые два проекта это были Hyundai Solaris и Niva. Та самая, которую мы сравнивали с Mercedes GL, провели, можно сказать, такую перекличку долбоебов на ютубе. Там очень многие люди не поняли юмора и подумали, что мы всерьез сравнивали Ниву и GL. Ну, кому может прийти это в голову делать всерьез, все понимают, что Нива круче. По Hyundai Solaris был там даже такой инцидент в какой-то группе ВКонтакте. Ребята из ателье Новороссийского выложили, что там Тигран нарукожопил. И на самом деле он там действительно нарукожопил, но зацепило даже не это, а то, что вот к нам попадает огромнейшее количество настолько вот упоротых, да, Тигран, инсталляций, что иногда хочется вот просто выложить в интернет, сказать: ребята, посмотрите, это пи***ц, это делает человек без головы, рук, и который совершенно ничего общего с автозвуком не имеет, но мы умалчиваем эти моменты. И как только Тигран накосячил, там просто не уложены провода были, да, по сути? Не, уложены провода, просто... Ну, спинка не открывалась. Провод из-за того, что был Ну, смотря на это, Дима вроде бы как остался доволен, учитывая, что он к нам еще машины присылает. А ребятам из Новороссийска привет! Мы просто узнали за это ателье, а там вот такие оказались тоже рукастые, так и скажу. Собственно, об аудиосистеме. Аудиосистема у нас получилась очень громкая, я прям удивился. Громкая она получилась за счет того, что сошлись много звезд. У нас очень громкие твиттеры Т-34. Это, можно сказать, клон или аналог DE35, самых громких на данный момент твиттеров от BNC, но в 3 раза дешевле. Стоят тайские среднечастотники SN6200 и новейшие Pride Solo 8, по которым у нас еще не получилось снять обзор, но, как говорят некоторые люди, это самые громкие на данный момент 8-дюймовые мидбасы или низкоиграющие середины, и я, в принципе, готов с ними согласиться, потому что сравнил их очень вскользь с теми самыми Diamond 8, которые у нас недавно были на обзоре, которые оказались чуть громче и чуть качественнее в некотором диапазоне частот, чем Hertz SPL Show SV200.1, и вот эти соло оказались еще даже громче. То есть, по сути, это сейчас самые громкие 20-сантиметровые динамики на рынке. На усилителях также не экономили и выбрали злейшие аудиосистем. Ну, собственно, сейчас я вам все это покажу поближе. Начнем мы с чего? С-под капота. Такой капот еще не открывал. Открою, не открою, Тигран, как ты думаешь? Не знаю, открыл что-то еще, видимо. Там Я просто дернул за все, что там нашел. Она тяжелая просто такая, ни хрена себе. Можно бицуху качать. Так, и что, нету этого, что ли? Мечтают люди о газлифтах, наверное. 2017 года, да, машина? 14 тысяч пробег, это новая машина, но газлифтов нет. Ну, все правильно, предназначение такое, типа... Это типа как iPhone, знаешь, говорят, у тебя вот этого нет. Ты говоришь, а мне это и не нужно. Если этот диалог вести час, тебе окажется, что тебе не нужно около 200 современных вещей. Под капотом мы видим колбы Kicks, это уже не смешно становится, Тигран. Потому что лучше еще никто ничего не сделал. Чем предохранитель. Просто Kicks это оборудование, которое горит. А предохранитель основная функция гореть. Поэтому Тигран их выбирает, да? Да, чтобы они горели. Слышь, нас засудят, Кикс сейчас скажет, у нас ничего не горит. У Кикса ничего не горит. Провод не PV3, как вы могли подумать, а SWAT 4 гейдж, и это упущение на самом деле. Тигран еще об этом не знает, сейчас я ему об этом скажу, потому что в эту машину вроде бы как планируется еще и сабвуферное звено. И что, тебе 4 хватит на сабвуферное звено? Нет, мы добавим еще провод. Да? Ну, надо было сразу 0 тянуть, и все нормально было. Зачем еще потом добавлять? Проход через кузов осуществлен через всеми любимые, как это называется? Втулки? Нет. Втулки? Нет. Также стоит отметить, что аккумулятора здесь стоит 2 с завода, вот он второй. Не знаю, как реализована цепь, они прям в общей цепи, или через какие-то преды, или через какие-то реле, прям вообще в общей. Да, Слышь, она высокая, правда. Тут, кстати, есть... Выше возьмите. Сука. Нет, выше за нее.
сейчас мы покатаемся на этом автомобиле, потому что нам нужно сделать тест-драйв, да? Тигран будет кататься, а я буду снимать. Давай, дал, ушел, сделай. Оп, тест-драйв Loud Sound. Что так быстро выключил, надо турбины не было остыть. Когда говорил про компоненты, я забыл сказать одну очень важную вещь. У нас полная спарка. Все компоненты стоят в количестве 2 штук в каждой двери. Обшивка переделана полностью, то есть это не накладка на батон и накладка на карман. Как и в случае с Cerato, у нас идеально подобран и цвет, и текстура. И обратите внимание на строчку. Практически идентичная она. Вот это у нас завод, это у нас кастом. Чуть-чуть толще нитка. Ну, это если всматриваться. И ровности шва позавидуют некоторые ребята из BMW. Некоторые, очень мало их, но заезжают BMW с такими перетяжками, что плакать хочется. Я еще раз говорю, некоторые, а то начну говорить, что BMW собирают плохо. Интересная особенность про Pride Solo 8. Если вы видели обзор Solo 6 V2, я тогда обозначил их как самые громкие, 16,5 сантиметров динамики. Эти у нас получились также самыми громкими. Динамики прочные, громкие, цена низкая, вот все круто. Но почему логотип криво приклеили? Вот покажи, Тигран. Я сейчас говорю, Тигран, что-то криво так это, а потом сразу понял, что если логотип развернуть правильно, будут неправильно стоять болты. Поэтому вот к производителю вот такая вот небольшая, но претензия. Поверните логотип, то они у нас получились вот под таким углом. Мелочь, а есть до чего доебаться. P-Audio, легендарный, можно сказать, SN серия, очень громкие, при этом очень качественные картонные динамики. У меня стояли в BMW точно такие же, но 4. Играет это у нас все в дверь. Дверь подготовлена на славу, очень плотная, тяжелая получилась, хорошо завиброизолирована. По-другому нельзя с таким количеством мидбасов. Открыв заднюю дверь, мы здесь видим Тиграна. А чем ты делаешь свет? Оператор света. Слышишь, вот настроили это. А что, смотрите зато как все просто, без заморочек. Вот он взял лампу, да, и бумажку. И отличный свет. Видно же? Так, змея, у термоусадка, все аккуратно, все красиво. Я затроллил вот этот вот ковер. Тиграну нравится, клиенту нравится, всем нравится, кроме меня. Ну, я говорю, фальш бы сделать, но это нахер никому не надо, потому что, во-первых, это закрывается спинкой задних сидений, во-вторых, что, возможно, будут добавляться усилители, и это будет переделываться. Поэтому они меня оба убедили, но мне все равно не нравится. Пишите, нравится ли вам это. X-серия от Audio System, я уже не знаю, сколько десятков этих усилителей мы установили, очень популярные они у нас стали в последнее время. Очень мощные усилители и звук очень приятный, который они делают. Не самые богатые настройки, но в принципе для тех целей, которые мы преследуем, практически всегда их хватает. У нас полностью остался штатный монитор, штатное головное устройство. Кроме того, у нас остались заводские твиттеры в дверях и динамики сзади. То есть мы можем пользоваться штатной аудиосистемой в таком же практически виде, как она и была, за исключением передних, да, динамик. Телевизор этот, несмотря на то, что имеет большой экран такой и в принципе даже красивый, он не умеет ни хрена, ни телек, ни навигации в нем нет, это просто вот такой вот бортовой компьютер, очень красивый. Видим божественную приборку, вот в Тойотах косяк есть с приборкой. Как плюс, так и минус. Плюс, она очень красивая. Минус, если у вас дорогая Toyota, у вас будет, вы будете понимать, что у вас такая же приборка, как в дешевых Toyota. Если у вас дешевая Toyota, вы будете понимать, что у вас приборка практически такая же, как в 200-м. Там такая же приборка или нет? Да, один в один. Да? Ну, чуть-чуть отличается. Магнитола у нас распаянная, расположилась сразу в 2 местах, соответственно, в бардачке, в верхнем бардачке, так скажем, у нас находится тушка, а панелька у нас находится вот здесь снизу. Закреплена излюбленным тиграновским методом, я даже боюсь туда заглядывать, но держится очень прочно. Смогу оторвать, Тигран? А? А? Конечно, сможешь. Нет, смотри. Прочно держится. Очень. Это 80-й Пионер. Одно из самых лучших на данный момент процессорных головных устройств в среднем ценовом сегменте. Если мы берем 10, там 12 тысяч ниже, там у нас будет 580-й Пионер, 92-й Alpine. Посередине у нас конкурентов у этой магнитолы как не было, так и нет. Выше у нас идет 99-й Пионер, а вот взамен 80-му ничего вы подобрать не можете.
Стоят у нас цифроаналоговые преобразователи, здесь Бюрбраун, как в 88-м. Настройки сделаны таким образом. Сабвуферное звено у нас пока отключено, пока сабвуфер не установлен. Мидбас вместе с среднечастотником находится на этой полосе. И отвечаю сразу на ваш вопрос, а почему пока нет саба не разнесли? Ну, потому что вот не разнесли. Это большой геморрой, был бы дополнительные провода и сабвуферный канал снизу подрезать пришлось бы HPF, это удобнее сделать здесь. И мне привычнее так. На один канал зафигачить сразу и миды, и среднечастотники. Среднечастотники у нас режутся где-то здесь посередине на усилители, а миды режутся сверху также на усилители. Здесь у нас подрезаны они, сейчас я вам покажу насколько. Снизу на 125 Гц и сверху эта полоса подрезана на 8 кГц. Оттуда же у нас начинается твиттер на 8 кГц. Подрезаны максимальным порядком. Также у нас выставлены временные задержки и немножечко отрегулирован эквалайзер. Читаемые форматы Bluetooth, USB, CD-диск. В принципе, все, что вы можете придумать, здесь есть. В том числе и AUX. Такой интересный проект получился. Не получилось у нас, к сожалению, покататься на этом автомобиле, а это на самом деле очень интересно. У нас есть сразу три направления. Во-первых, это музыка. И сейчас мы ее включим послушать. А вот внедорожные качества и вместительность проверить у нас сегодня не получится. Ну, может быть, Дмитрий, владелец автомобиля, приедет к нам позже, да? И мы загрузим сюда тушу медведя и поедем кататься по горам. Ну, а у нас остается только включить музыку. Я, к сожалению, еще не знаю, будет ли она защищена авторскими правами. Если будет, прослушка будет на втором канале. Если не будет, короче, слушайте. Все, всем покажите громко. Достаточно громко и хороший панч, но без саба все равно не то, сабвуфер было бы вообще шикарно. Пацаны, ну что, громко? Сабика только не хватает, да? На 100 Гц, если что, не режьте, ну его нахуй. А то я режу, а потом люди режут, как гарантию дают. Типа Саша же порезал, типа вот. Нет, не надо. Сколько это, блядь? In the key to my prophecy, ain't no mystery why the lens come to me. Shut it down for a blessing. Play my approach and it leaves us far. Girl, I got the money, just like a new car. Take it from the way, fill up on the tank. Step on the gas, and I want to go far. Go fuck, and it leaves us far. Go fuck, just like a new car. Go fuck, fill up on the tank. Go fuck, and I want to go far. Go fuck, and it leaves us far. Go fuck, just like a new car. Go fuck, fill up on the tank. Step on the gas, and I want to go far. Нормально, вы сейчас чуть не увидели, как убивают медбасы. Макс, ты что здесь делаешь? Меня сюда подкинули, привет. Здоров. Ты видел детейлинг какой? Я говорю, под какой она керамика? Говорят, знаешь, под какой? Не под какой, она просто так почему-то горит. Прикинь? Потому что маленький точно не след. Я сейчас чуть людям не показал, как убивают динамики. Там стояли срезы, а я давай крутить, думал громкость. Давай на 30 Гц, как опустил, понял, меды. Давай остановлю, посмотрим. А не надо, нормально, я тебе доверяю. Ты все равно упоришь, какая разница.
пердеж за 15 миллионов. Kamikaze like